прошлом видео мы создали простую форму и добавили в нее один вопрос. Кроме того, мы в качестве пользователя задали вопрос через эту форму и получили его в боте в качестве админа. Давайте разберем, как выглядит ответ пользователя со стороны админа. Итак, у каждого ответа, который отправляется через бот, будет заголовок, в котором будет имя кнопки, в которой создана форма. Кроме того, будет ссылка на аккаунт пользователя, его юзер-код, кроме того, ID, количество рефералов, баланс, а также адрес бота. Следующие два сообщения – это тот вопрос, который мы задали пользователю, и его ответ. Они приходят в виде обычных сообщений. И последнее сообщение – это так называемый подвал. В нем находятся элементы управления беседой. Значит, первая кнопка – это бан. При нажатии на эту кнопку вы забаните пользователя, и он не сможет использовать формы в вашем боте. Однако он все еще сможет пользоваться ботом. При нажатии на кнопку бан вы получите сообщение, а пользователь будет заблокирован. Если впоследствии вы захотите разбанить пользователя и позволить ему снова использовать формы, тогда нужно будет скопировать данную команду и отправить ее боту, после чего пользователь будет разблокирован. Вторая кнопка в элементах управления – это кнопка «Известить». Данная кнопка позволяет отправить пользователю сообщение, однако не позволит ему ответить. Итак, при нажатии на эту кнопку вы получите сообщение и сможете ввести какой-либо текст. Отправив текст боту, бот передаст его пользователю. Поскольку в данном случае мы представляем собой и пользователя, и админа, то ответы мы получаем в тот же самый чат. В вашем же случае ответы админа будут поступать в чат пользователя. Итак, как вы видите, пользователь получил сообщение. У сообщения будет заголовок, а также текст, который админ ввел в качестве ответа. На такое сообщение пользователь ответить не сможет, потому как снизу нету специальной кнопки, позволяющей это сделать. И последняя кнопка – это кнопка «Спросить». Если вы хотите позволить пользователю ответить на ваше сообщение, тогда используйте эту кнопку. Так же, как и в прошлый раз, вы сможете ввести сообщение и отправить его боту. После чего пользователь на своей стороне получит сообщение в следующем виде. Это будет сообщение с таким же заголовком, текст, который вы ввели, а также снизу он увидит кнопку, которая позволит ему ответить админу. При нажатии на такую кнопку он также сможет ввести сообщение и отправить его. После чего вы, как админ, получите подобное сообщение. И, соответственно, у такого сообщения будут такие же элементы управления в виде кнопок. Таким образом, беседу можно будет либо продолжить, либо прекратить. Подобный способ ведения диалога в боте не является самым удобным. И если вам нужно создать некое ощущение чата, то лучше, конечно, перенаправлять все сообщения в отдельную группу и там общаться с вашим пользователем. Однако об этом мы будем говорить в одном из следующих видео. Данное видео посвящено общению через бот.